Чем покоряешь ты людей, Димаш? Одним ли голосом божественным своим? То низким, мощным, полногрудным, то ввысь летящим к небесам, кристальной чистоты, исполненным, который лишь ангелы способны произвести, или яркой артистичностью своей, харизмой, драйвом, энергетикой мощнейшей, потоком в зал летящий. И я, настигнута волной восторга, какое же ты чудо, шепчу невольно. Это строчки из поэмы Веры Кругловой, одной из поклонниц таланта Димаша. Верно сказано, голос Димаша то низкий, то мощный, то полногрудный, летящий к небесам, кристальной чистоты исполненным. Все эти слова адресованы Димашу, большому артисту, нашему любимому певцу с уникальным голосом. Когда-то Димаш, начиная свою карьеру, включил песню «Джамайка» в свой репертуар. А как же иначе? Песня нравится всем, и взрослому поколению, и молодому поколению. Для кого-то это возвращение в далекую и сладостную юность. Для других это просто божественный голос, который завораживает нас. Он вселяет оптимизм и радость жизни. Голос на все времена. Песня, исполненная тогда еще юным певцом Робертино Лоретти, вундеркиндом, парнем из солнечной Италии, до сих пор поражает своей красотой и неповторимостью. Когда я слышу Робертино, то раскрывается душа, и если век у песни длинный, то значит песня хороша. И хоть полно певцов на свете, Лоретти песнею пьянит. В эфире больше полувека Джамайка дивная звучит. Эти строчки принадлежат Сергею Белову. Это стихотворение было найдено на широких просторах интернета. Димаш выступал с этой песней на многих концертных площадках, и он обязательно включал ее в конкурсные программы. Димаш поет эту песню так же проникновенно, как и Робертино Лоретти. Как всегда, Димаш поет любую песню с душой, а при звучании первых нот этой песни складывается ощущение, что Димаш просто входит в мелодию, ритм, лирику, музыку этой песни. Он легко и в радость исполняет песню «Джамайка». Димаш – мастер голоса и звука. Он мастер мелодии, который в унисон поет душу музыкального произведения, воплощенного голосом. Многие специалисты по вокалу утверждают, что Димаш ее поет по-особенному. Уникальность Димаша – сочетание невероятной природы голоса и невероятной работоспособности. Природа рождает такой уникальный талант раз в 100 лет. Специалисты по вокалу также отмечают, что помимо прекрасных природных данных, у Димаша потрясающая техника пения бельканто. У него прекрасно звучат и низы, и середина, и верха. По диапазону выше него сейчас в мире нет певцов. Возможно, есть голоса и покрепче, но по технике владения бельканто и по яркости Димашу нет равных. Именно бельканто и уникальность голоса ставят в один ряд Димаша Кудайбергена с Робертино Лоретти. Робертино Лоретти называли мальчиком с голосом ангела. А в 1963 году, когда Валентина Терешкова, первая из женщин-космонавтов, совершала полет вокруг Земли, во время сеанса связи ее спросили, как она себя чувствует. «Я чувствую себя хорошо», – ответила Терешкова. «Но здесь, в космосе, такая непривычная тишина, не хватает человеческих голосов. Дайте мне послушать голос Робертино Лоретти». Эту фразу тут же растиражировали все мировые СМИ, и юный итальянский певец стал еще популярнее. Робертино Лоретти родился 22 октября 1946 года в Риме в семье штукатура Орландо Лоретти, у которого уже было 4 детей, а после Робертино родились еще 3. Музыкальная одаренность мальчика проявилась чрезвычайно рано, но поскольку семья была небогатой, Робертино, вместо того, чтобы заниматься музыкой, старался зарабатывать деньги, пел на улицах и в кафе. Когда-то Робертино Лоретти пел в церковном хоре в качестве солиста. Мы сейчас находимся в центре Сан-Франциско, в сердце итальянского квартала. Примерно вот в такой церкви пел Робертино Лоретти. Он учился азам музыкальной грамотности, а в 8 лет он уже начинал петь в Римском оперном театре.
Однажды на представлении оперного спектакля «Убийство в кафедральном соборе» композитора Эльдебранда Пиццетти в Ватикане Папа Римский Иоанн XXIII был так растроган исполнением Робертино сольной партии, что пожелал лично с ним встретиться. Когда Робертино было 10 лет, его отец заболел, и мальчик стал работать помощником у булочника. Он разносил готовую выпечку и пел. И вскоре владельцы местных кафе начали соперничать за право, чтобы он выступал именно у них. В 1960 году во время Олимпийских игр Робертино Лоретти пел песню «О соле миа» на площади Эседра в Риме. В это время знаменитый датский продюсер Сайр Вольмер Соренсен просто проходил мимо и решил послушать пение этого мальчика, юного певца, который дал в итоге в будущем толчок карьере Робертино Лоретти. Телепродюсер пригласил будущую мировую звезду к себе в Копенгаген, где буквально через неделю состоялось выступление в телешоу и подписан контракт на запись и выпуск пластинок с датским лейблом Triora Records. Вскоре вышел сингл с песней «О соле мио», который стал золотым. Гастроли по Европе и США прошли с огромным успехом. В Италии его сравнивали с Беньямино Джилли, а французская пресса величала его не иначе, как новый Карузо. Во время первого визита во Францию президент Шарль де Голль пригласил его выступать на специальном гала-концерте мировых звезд во дворце Шанцельери. Вскоре популярность Робертино достигла и стран Восточной Европы, включая СССР, где также были выпущены его пластинки, несмотря на то, что первая его поездка туда состоялась лишь в 1989 году. По мере взросления голос Робертино изменился, утратив детский тембр, дискант, но певец продолжил эстрадную карьеру уже с баритональным тембром. В 1964 году 17-летним юношей он вышел в финал 14-го фестиваля Сан-Ремо с песней «Маленький поцелуй». В 1973 году Лоретти решил сменить род занятий. На протяжении 10 лет он занимался кинопродюсированием и коммерцией. Неподалеку от своего дома он открыл магазин продовольственных товаров. Однако в 1982 году Робертино Лоретти вернулся к гастрольной деятельности. По исполнительскому мастерству для песни «Джамайка» необходимо обладать блестящим вокалом и широким диапазоном голоса. Димаш не случайно выбрал эту песню, потому что она показывает всю красоту его голоса и выработку определенного технического навыка, так называемого вокализа. На вокализ большое воздействие имела итальянская школа – Скарлатти, Карисини, Вивальди, Гендель. Димаш хорошо обладает итальянской техникой пения бельканто, поэтому такие песни, как «Джамайка», он поет с легкостью и хорошим задорным настроением. Бельканто – это виртуозная техника пения, которая требует многие часы сольфеджио, предназначенная для тренировки голоса и улучшения исполнения произведений. В этой технике большее внимание уделяется бравуре. Бравура – это стиль музыки и ее исполнение, предназначенное для показа мастерства исполнителя. С помощью бравуры достигается громкость исполнения. Не зря технику бельканто называют резонансной техникой пения, когда громкость достигается с помощью контроля правильности певческого дыхания. До 30-х годов XX века этот стиль стал забываться в связи с появлением новых других стилей пения. Стиль бельканто ассоциировался с таким упражнением. Певец должен был держать перед собой свечу, петь, и пламя свечи не должно было двигаться. Певческое дыхание не должно быть форсированным и колебать пламя свечи, а сила, красота тембра, легкость и полетность голоса должна достигаться не нажимом дыхания на гортань, а эффективным использованием певцом резонансных свойств голосового аппарата. Вот так сегодня мы с вами постигли некоторые азы певческого пения, чтобы больше узнать о возможностях голоса нашего Димаша, непревзойденного певца, стиль, техника, голос, подача которого имеет большое значение для нас, а может быть даже и для многих будущих поколений.
Еще раз напомним, что Димаш обладает уникальным голосом в 6 октав, поет песни на нескольких языках. Его песенный репертуар состоит из классических, народных и современных песен, обладает различными виртуозными стилями пения, в том числе и достаточно сложным стилем бельканто. Jamaica! Jamaica, quando mi sembrava di bruciare su quel tuo pensare ardente, sai che vi potevi desiderare presso l'uomo di una ponte, ma come potrete sedare resurretti questo mio cuore che dalla passione d'amore senta bruciare. Jamaica, sono già una pezza che non ha sua bocca in aria sita. Oggi tu mi vedi ritornare come un'anima pentita. Quel volto di pizzicadon, quello che ti pinta madon, che tu ti tradisci di chiaro, non si scalda. Jamaica, dove è stata giornata e sfuggita la sua poi che l'ha reduta.